Всем привет! И сегодня мы разберем с вами Morgenstern GTA. Как ни странно, и как всегда я не успел с хайпом, но все же мне хотелось разобрать этот проект. Я хотел давно сделать видосик, но как-то не получалось, как-то не уходило, и времени не было. Но я все равно, вопреки всему, сделал этот ролик, дабы просто повторить этот офигенный бит, потому что здесь много всего, и здесь реально есть что разобрать, в отличие от некоторых битов, которые, в принципе, мы разбираем. Ну что же, я не буду задерживать, мы начинаем. Сначала мы с тобой посмотрим плейлист, тайм-кодики, кстати, будут присутствовать, после чего мы посмотрим уже непосредственно микшер обработки и послушаем финальную версию. Итак, начнем с плейлиста. Что здесь есть? У нас здесь есть оригинальный Morgenstern GTA, вокала здесь нету, но хочу отметить, что у меня есть гитара, вокал, как обычно, чтобы не попасться, конечно же, на авторские права. После чего мы взяли с тобой клэп Young Freezy. Вот так он звучит после. У нас с тобой вот такие хай-хетики. Все, после чего мы просто дублируем. Буквально то же самое же получится. Следующим у нас идет кик. Вот такой вот 808. И open hat. Мы начали с тобой с самого простого, а теперь мы переходим к самому сложному. Purity. И давай же посмотрим, что здесь за нотки. Звучит это все вот так вот, немного прерывисто, как ты уже мог понять. Не смотри, что это Purity. Это на самом деле FL Case. Почему Purity? Потому что есть довольно много таких же звучков у Purity. И я подумал, с учетом того, что я на следующий день просто не помнил, что это за инструмент, и уже как бы на глаз подбирал, потому что думал, что я все знаю и так далее. Но на самом деле это FL Case. И что здесь у нас есть? У нас с тобой есть пресетик Rhodes. Отлично. Звучит это все прекрасно. И, кстати, ставь лайк за FL Case. Следующим у нас идет GMS. Давай послушаем, что здесь. Как ты мог увидеть, что у меня все нотки подписаны для тебя же, так что останавливай и просто можешь также перебить, если хочешь перебить этот биток. После чего у нас с тобой вступает Direct Wave. Давай его послушаем. И да, ты скажешь, блин, нотки чуть не те, но я скажу одно, я хотел интерпретировать, я не хотел сделать точь-в-точь, потому что авторские права я их уже получил, к сожалению, и именно поэтому я нотки чуть исправил. Так что здесь есть маленькая разница, в отличие от оригинала. А почему я взял Direct Wave? Все очень на самом деле просто, потому что, блин, скачивать Ample Bass, блин, это очень долго, очень муторно и не очень хочется, если честно. Дальше у нас есть вот такие вот с тобой штучечки, как в GTA, помнишь? Они не сильно прям похожи, но и сильно похожими я не хотел их делать. Давай послушаем, что это такое. Это у нас перкуссия. То бишь обычная перкуссия сделана вот так вот. И у нас еще есть с тобой Velocity. Сразу смотрим на Velocity. Как сделать такое Velocity, чтобы оно было ровненьким, да? Чтобы вот так вот не делать это все. Все очень просто. Зажимаешь правой кнопкой и вот так вот просто тянешь. Тянешь, и все у тебя будет прекрасно. Даже можно сделать вот так вот. Отлично, отлично, прекрасно. После чего у нас с тобой есть TrioSCK. Что здесь? Давай мы его послушаем просто отдельно, чтобы иметь какую-то картину. Что здесь есть? На самом деле это глайд ноты, и я сразу скажу источник, это школа битмейкинга, Стас Гарфпрод, он мне подсказал, и за что ему отдельный респект. Прям очень-очень круто, спасибо ему реально огромное. То есть я хотел сделать такой вибрато, чтобы оно было вот здесь вот, да, за место обычного звука, чтобы была такая вибрация небольшая. И после чего у нас такие вот опять пробежечки. Прикольно, прикольно звучит, и в то же время не совсем оригинально. Это уже неплохо звучит. Именно поэтому я и говорю, что это именно такая интерпретация оригинального бита. Но это не оригинальный бит, к сожалению или к счастью. Для меня к счастью. И последний это FabFilter One. Да, им кто-то даже пользуется, и я тоже в шоке. Теперь ты понял, что это такое. И давай же посмотрим, что у нас здесь есть в TrioSCK. А в TrioSCK у нас вот такие вот параметры сразу же. И One, FabFilter One. Это просто стандартный дефолтный пресетик. Все в совокупе у нас из мелодической части звучит вот таким вот образом. И на самом деле можно еще на перкуссию.
сделать реверберацию, потому что как-то суховато звучит, и сейчас мы это, кстати, и сделаем, потому что что-то я не заметил, это ошибочно. Отлично, прекрасно. После чего у нас с тобой есть стрингл с пака PBS под названием GTA 2. И вот такие вот крэши. И последний паттерн, про который я, кстати, забыл чуть-чуть, это вот такая вот гитарочка. Интересная, довольно прикольная, и мне она понравилась. Это тоже с Direct Wave. Ну и в принципе всю структуру ты сейчас можешь лицезреть, что здесь что есть. Не будем останавливаться и переходим к микшеру, что здесь вообще есть. Давай начнем с красненьких. Красненьких это у нас значит кик и бас. Бас директвевовский, ничего на 808 Cinematics Diablo, без него давай послушаем его. Плотность, добавилась какая-то широкость и так далее. Именно поэтому я выкрутил чуть-чуть его в сайт, сразу видно, да? И больше, в принципе, ничего не подкручивал, потому что не надо, он и так хорошо звучит. После чего кик и его пик-контроллер. Понятно, что он делает, да? Здесь, в принципе, все стандартные значения, как я использовал, так я использую, потому что я люблю делать сайдчейны именно пик-контроллером и именно тем пресетом, который я уже привык. За это судить меня не стоит. После чего у нас с тобой есть средние и верхние частотки, а именно это клэп, хай-хэты, опен-хэты и вот это все, крэши. Давай начнем по порядочку. Крэш. На нем ничего нету. Реверб. Что это? Это та самая реверберация, которую мы с тобой прям в ролике добавляли только что. И больше здесь никаких обработок нету. Но у нас есть групповой канал этих всех ударчиков. Именно поэтому они разных цветов. Потому что это средние и верхние частотки именно драм-партии. Понятно, то бишь здесь бас, здесь драм-партия, здесь у нас мелодическая составляющая, и здесь у нас Моргенштерн сам собственной персоной. И что здесь у нас есть? Мы просто подрезали низ. Довольно сильно, кстати. Но поскольку у нас такой клэп, и у него само по себе маленькое тело такое, то я подумал, да почему бы и нет. И мы с тобой переходим дальше. Мелодическая часть. Что здесь? Начнем с GMS. Обычно вальхалка. Микс 15, Decay 4, Concert Hall и подрезали 380 Гц низких частот. FL-ка. А в FL-ке у нас с тобой ничего нету, кроме регулировки громкости, ибо... Понимаешь почему, да? Отлично. Если понял, то молодец. Следующим у нас с тобой идет гитарка, также просто обработана эхом, микс 23, Decay 3, мод Plate и подрезали 360 Гц низа. После чего Fab Filter One. Также простой ревербератор, ничего такого здесь нету. Та самая гитарочка. Микс 16, Decay 4, Concert Hall и 330 Гц мы с тобой подрезаем. Больше здесь ничего не делаем. Trio SCK. Опять же, ревербератор. Микс 16, Decay 4, Concert Hall, 330 Гц. В принципе, все значения на ревербераторе одни и те же, просто на разных инструментах. Почему? Потому что я хотел добавить атмосферки, как это звучит у Алишера, но при этом добавить, что ли, свою изюминку между смешанием атмосферы и еще и плотности, то бишь жирный бас, сухие инструменты и атмосферность. Думаю, что у меня это вышло. Ну и после чего у нас Алишерка еле-еле там что-то говорит. Сразу смотрим, то, что мы с тобой очень сильно подрезали, убрали в сайт, то бишь, чтобы никакого кика, чтобы никакого баса, и чтобы он только один пел. Ну и после чего у нас с тобой получается вот такая вот картина, без голоса. С голосом. То бишь, концепция наша никак не изменилась нашего бита, с учетом того, что я даже врубил оригинальный бит с оригинальным вокалом, и реально ничего не поменялось. Это довольно прикольно звучит, с учетом того, что обработок здесь буквально совсем нету. Но у нас есть мастер, и на мастере у нас с тобой есть Ozone Maximizer. И что здесь? Давай послушаем, как звучит с ним, как звучит без. То бишь сразу слышим, что он выполняет роль и лимитера, роль и компрессора, и еще больше как сатуратора. Если говорить прям очень легко, но это неправильно. Сразу говорю, что такой пример это неправильный пример, и в комментариях могут меня захейтить за это. Ну так вот, что у нас с тобой есть на максимайзере? А на максимайзере у нас с тобой все очень просто. Компрессия у нас минус 20 дБ, потому что если больше...
хотелось бы оставить громкость и чтобы в принципе ничего не выпирало. Именно такие вот параметры, то бишь threshold 6 дБ и компрессия минус 2 дБ я и оставил с 4-м пресетом. А также тебе, наверное, интересно, что это была за гитарка. А гитарка у нас с тобой это Ample Metal Holorizer. В большинстве случаев я буду использовать его для голоса, потому что она звучит довольно круто и довольно свежо, и в трэповом варианте она интересно звучит и мне нравится, да. Но перед окончанием ролика я хотел бы спасибо сказать автору этого бита. Ссылочки на него, конечно же, будут в описании. Ну а я вас всех крепко обнял, всех приподнял и до нового ролика. Чаус.